Всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И я приветствую всех любителей Таро, потому что сегодня это видео я посвящаю вам и обзору колоды Таро Аркания. Колода от Себастьяна Вейса, это издательство этого года. Французская, сейчас даже посмотрю, как корректно называется сайт, где вы можете заказать эту колоду. Видите, arcania.fr, ну, то есть Франция. Я непосредственно данный инструмент заказывала на площадке Etsy, поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Стоимость колод, боже, я не подскажу, где-то порядка 60-70 евро. Я могу ошибаться, ребят, потому что, скажу честно, не помню. И, возможно, вам указываю сумму уже с доставкой, потому что в каждую страну, конечно же, она будет своя. Значит, что вы здесь можете видеть? Мы видим краткое содержание, да, этой колоды, а непосредственно здесь у нас идет описание на французском, на английском языках, ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, как это использовать и так далее. Вот такой вот красивый, прочный бокс на магнитной ленте, которая, видите, вот магнитный замок защелкивается. Ну, очень такая достойная, знаете, как украшение будет, жемчужина вашей коллекции. Хотя, могу сказать честно, она не всем зайдет. Это я уже вижу по комментариям к раскладам, которые я выполняла на этой колоде. Многим эта колода не зашла. Многие мне написали, что слишком мрачная, жуткая, негативная. Но опять же, я считаю, что это внутреннее восприятие каждого из нас. То есть кому-то заходит, кому-то нет. Это нужно воспринимать нормально. Итак, сейчас мы с вами посмотрим содержимое бокса, а потом уже перейдем непосредственно к самому инструменту. Как вы видите, на боксе заявлено 80 карт, мануал и диск с оригинальными саундтреками от Джули Идлен. Смотрите, какая красота, когда вы открываете бокс, как он выглядит внутри. То есть все выполнено очень красиво, очень достойно, качественно. То есть это действительно, как знаете, завораживает. То есть подарочное издание вы легко можете презентовать тем, кто увлекается Таро и знаете плюс-минус, да, вкусовые потребности того, кого вы одариваете. Я думаю, вы однозначно угодите. Сейчас будем разбирать, что и как. Значит, вот в самом боксе у нас такая вот коробка-разделитель. Она извлекается. То есть, видите, все внутри очень красиво, аккуратно сделано. Ничего не отходит. Этот бокс, ну, тут лежали вот по обе стороны карты. Колода карт, которая у нас была разделена пополам. Я сразу достала два аркана, которые здесь лежали. Автор продублировал. И посмотрите, здесь у нас сила под номером 11 и правосудие под номером 8. То есть, кто работает по системе французских школ, Папюса, Этейлы, да, Марсель, то есть вам это будет актуально, вам будет интересно. То есть каждый может работать по той системе, по которой он привык. Давайте сразу посмотрим на карту. Картон очень плотный. Двухсторонняя у нас идет глянцевая ламинация. В этом есть плюс, в этом есть минус. Видите, вот у меня очень сильно бликует цвет. То есть для кого это важно, для кого это значимо, обращайте на это внимание. Вырубка колоды идеальна, к этому вернемся позже. Очень нравится рубашка. Я не знаю, насколько это хорошо будет видно, насколько мой гаджет будет передавать эти детали. Идет колода, и знаете, как тиснение, то есть иной рисунок, другая ламинация. И это в свою очередь придает такое 3D голографическое звучание рубашки колоды. Рубашка, как вы понимаете, двухсторонняя, то есть вам будет легко работать и с прямыми, и с перевернутыми, если вы практикуете. Что здесь шло еще? Шла вот такая открыточка благодарность, причем в чем плюс написано от руки. То есть человек старался, подписывал действительно для каждого, кто приобрел его инструмент, его колоду. Здесь вот благодарность на французском языке. Я французский не знаю, скажу честно, все переводила через переводчик. И наклейки. Не знаю, кому они актуальны, кто пользуется, но может быть действительно кому-то важно. Значит, король пентаклей и туз пентаклей. Помимо всего прочего, шло, знаете, еще так по принципу, как уникального гадания, видимо, кому что достанется, какой аркан. Мне достался аркан колесо фортуны. И шла еще палочка с благовониями. Ну, благовоние я уже использовала. Этот аркан себе оставила в своей закладке, уже вклеила в свой дневник. Очень красивое изображение, но там и пожелания, помимо всего прочего. То есть очень такая интересная
задумка, да, то есть на каком этапе ты находишься, и автор тебе еще как дарит силу того аркана, то есть тот, который характеризует тебя, который дает тебе возможности, и у каждого он будет свой. То есть это как... Не знаю, каким образом он это определяет, вкладывает, но действительно у каждого разные арканы. Там у кого-то даже башня, у кого-то смерть. Здесь еще идет такой сертификат, непосредственно когда, вот видите, была произведена колода, она была произведена, как вы видите, 12 октября 2021 года, он подписывал, но она сама издана она была позже, потому что вот этот бокс это 2022 года. Это, видимо, сертификаты раньше прописывались. И уникальный номер этой колоды. Ну, опять же, да, благодарность, мерси. Вот идет диск с саундтреками. Я скажу честно, я не слушала. Не могу похвалить или не похвалить. В любом случае, это бонус, это приятно. У меня просто нет гаджета с дисководом. Но это для меня уже как-то несколько пережитки прошлого. Наверное, актуальнее было бы вкладывать флешку. Хотя, может быть, я не права. Ну, в общем, мне просто не на чем послушать. Поэтому вот так. Диск не смотрела. Здесь он красивенько так запечатан. Видите, все классно. Тут подписан кто... автор, композитор данных саундтреков и непосредственно мануал. Вот сейчас перейдем к мануалу. Изначально, когда, я скажу честно, не вникала, мне просто понравился визуальный ряд колоды, я ее приобрела, думала, может, на основе какой-то игры. Но нет, это действительно сам Себастьян, не то чтобы придумал эпопею, да, но сам создал историю относительно, что такое Аркания, что это небожители, что это... по сути, такое небесное государство, которое тоже переживало взлеты и падения. Ну и, по сути, как они выходили из этих ситуаций. Что мы видим здесь, да? То есть, как реализовывать мечты, как использовать колоду. И здесь непосредственно еще автор не такую интересную идею предлагает. Ну, это, видимо, для тех, кто тянет на ежедневной основе аркан, как карту дня, либо просто, как вы ежедневно работаете, какая чаще карта вам выпадает. То есть здесь он предлагает вам отмечать в табличке вот на протяжении какого момента, какой аркан, сколько раз вам там выпадал. И тот аркан, естественно, который чаще всего с вами контактировал, для вас это аватар. Те, которые меньше, там компаньон, гид и так далее, там ментор. Ну, не знаю, насколько это актуально, какой в этом смысл. Ну, такая, знаете, говорю, детская немножко замануха. Ну, попробовать можно, почему нет. Такое, скажу честно, встречаю впервые. Но там каждому свое. Далее, ну, по сути, да, как необходимо читать карты. Методы чтения. Опять же, я не знаю, почему так у западных практиков такое идет. Такая подача, что перевернутый аркан – это его противоположное значение. Я скажу честно, я с этим в корне не согласна. Иногда перевернутая карта может быть еще, знаете, как усугублять свое значение, да. Поэтому, ну, такое. В общем, каждому свое, здесь спорить не буду. Опять же, метод чтения дуад, триад по принципу иерофант плюс правосудие. Это у нас кто? Это у нас юрист. Но опять же, это все в зависимости от того, какая сфера жизни и где вы конкретно толкуете эту дуаду или триаду. В чем-то зерно истины есть, но со многими вещами, опять же, не согласна. Поэтому ничего оспаривать не буду. Просто вам показываю, как оно есть. Далее, что мы видим? Там ключевые слова, как метод чтения, как анализировать, глобально читать, как карта дня использовать. Ну и видите, здесь везде пишется на французском, на английском, на французском, на английском. Ну, то есть для вас будет, кто хорошо английским языком владеет, вообще очень просто. Опять же, как читать, как соединять, как пользоваться большими раскладами и прочее, прочее. Что мы видим здесь еще? Ну, пошли у нас непосредственно старшие арканы. Прорисовка аркана, чтобы было понятно, с чем вы работаете. Значение на французском языке, то есть вот эта вся верхняя часть на французском, вся нижняя часть на английском языке. То есть у нас идет, что лежит у нас по сути в основе, ключевые слова, как проанализировать аркан, его символизм и интерпретация. Ну, итак, по каждой из карт. Сейчас дойдем несколько, пролистну, где у нас тут младшие арканы. Кстати, дурак, как вы видите, по французской школе он идет у нас последним, 22-м. Так, пошли младшие арканы. Кстати, здесь забыла добавить.
Арканы стихии огня – это пепел, вода – это у нас дождь, мечи – это у нас воздух, и пентакли – это у нас камни, чтобы было понятно. По каждому младшему аркану у нас идет история, испытание и свет. Но свет я воспринимаю, ну, видимо, как совет по карте. Итак, по каждому из арканов вы можете для себя подчерпнуть видение автора, то, что совпадает по прорисовке, да, какое-то свое значение, ну, добавить свои наработки. В конце, честно, вот этого не понимаю. Я, может, здесь, знаете, ханжа. Но тут автор рассказывает, как использовать эту колоду для классической игры. Ну, по принципу, знаете, как некоторые там играют в шашки, в домино. Для меня это бред. Для меня мантика – это мантика. И смешивать его с игрой, ну, давайте еще в покер сыграем. Честно, ну, для меня это как кощунственно. Это как обидеть эту мантическую систему, относиться к ней с неуважением. Опять же, личное дело каждого, но какой смысл тогда, какое сакральное значение использования, если вы потом это будете использовать для игры? В общем, добавить мне нечего. Полиграфия хорошая. Здесь на обратной стороне мы видим, что автор рассказывает, какие саундтреки указаны на диске. Не слушала, ничего сказать не могу. Переходим к самой колоде. Значит, 2 аркана я отложила, которые дублировались. Здесь у меня 78 карт. Мне очень нравится качество колоды. Качество действительно на высоком уровне. Здесь, как вы видите, такое вот... Я не знаю, почему все восприняли мрачно. Я специально подбиралась сюда. Поверьте, я к каждому своему обзору отношусь с душой, с любовью, с эстетикой. И вот под этот срез подбирала непосредственно листья, чтобы оно сочеталось. Почему все увидели похороны, мрачность и еще какую-то там, не знаю, угрюмость? Видно, что у вас плохое настроение. Ну, ребят, я даже не знаю, что вам сказать. У меня все отлично. Почему плохое настроение у вас, мне непонятно. Итак, здесь я могу сказать такой вот торец. Это как теплый шоколад. Он такой немножечко отливает. Видите, такой золото-серебро. То есть есть такие небольшие вкрапления. Рубашку я вам уже показывала. Вырубка идеальная. Размер карт чуть-чуть больше стандартных. Но при этом, видите, удобно ложиться в руку. Не смотрите на то, что у меня изогнутые карты. Это я в работе их так уже заюзала. Ну, там, по-своему, да. То есть колода не была деформирована. С ним все было в порядке. Все было замечательно. Ну и давайте с вами смотреть прорисовку колоды арканов. В большей степени мои обзоры, вы это знаете... Это с точки зрения визуального ряда. Часто мне пишут, фу, это шняга, это не обзор, это чушь. Обзор – это когда вы рассказываете, как взаимодействует с вами колода. Так вот, ребятки, когда рассказываете о том, как взаимодействует с вами колода, это уже собственные наработки. Это не обзор, не нужно путать грешное с праведным. Обзор – это я высказываю свое субъективное мнение, свою точку зрения на инструмент с точки зрения визуального ряда, его качества и так далее. Говорить о каких-либо наработках, о том, как взаимодействует со мной колода, я, конечно, могу, но это не значит, что колода так будет работать у вас. Поэтому в данном случае, считаю, вот эта информация будет бесполезной. Смотрим визуальный ряд. Как вы видите, колода у нас вот такая тонкая, рамочная. Поверх рисунка идет легкая рамка, и здесь такой отличительный узор, и подписано на английском языке, она англоязычная, то есть подписан аркан Дурак. Но видите, здесь нет нумерации. Ну, Дурак у нас тут и не нулевой, и не 22, как я говорю, подвисший в воздухе. То есть они его не пронумеровали, автор. Далее маг. Здесь у нас классический, как говорится, волшебник. Маг, шаман, магистр, вот нам и пентакли, вот нам и мечи. И здесь у нас, как говорится, власть – это кубки, и ключи здесь это в виде жезлов. Ну, то есть все при нашем товарище. Очень понравилась здесь жрица. Кстати, жрицу я увидела, наверное, одной из самых первых карт, поэтому она мне запала в душу. Мне действительно очень захотелось иметь этот инструмент. От него какая-то такая, ну, нереальная энергетика идет. Кстати, я, когда делала... загадку, да, но с позиции, что за аркан зашифрован, нужно было прочувствовать именно эту карту, я достала интуитивно из колоды. Посмотрите, как здесь интересно поданы вот эти вот месяцы, да, как символизируется книга открыта. Даже вот поза, в которой она лежит, ну, очень такое нестандартное решение, но очень классное и по цветовой передаче. Мне понравилось.
Императрица, но здесь она больше как женщина-мать, женщина-защитница, та, которая опекает свой род. Здесь не идет о вопросах материнства, здесь больше опекать, защищать своей любовью, теплотой, заботой, то есть вот этот потенциал, который она с собой несет. Император, как мы видим здесь, ну, по сути, по классике, величественный, мужественный, контроль, лидерские позиции, самодостаточность. Опять же, жрец, навыки, сила, передача знаний, опыта, обучение. Вот эти два ученика, один внимает, второй украдкой, вот эти два ключа. Очень интересная подача, знаете, как свет знаний во тьме. Ну, действительно, очень прикольно. Любовник – это как вопрос выбора. Но выбор в чем? Уйти или остаться, да? Вот она сделала свой выбор, они прощаются. Как мы видим, здесь парень уходит на войну. Колесница, вот такой небожитель, летит в свои упряжки, в свои повозки и здесь руководит судьбами людей. Сила. Девушка, которая по плечу любые тяготы, любые испытания, как говорится, в любой момент с корабля на бал, то есть женщина-воин. Отшельник, вот такой у нас старец, мудрец. Здесь, знаете, такой автор попытался в чем-то заложить прообраз Одина, то есть поиск истины, мудрости, знаний. А вот посмотрите, как здесь изображено колесо фортуны, либо здесь штормовое колесо, колесо хаоса, то есть резкие кардинальные перемены, оторванность от мира, как бы между двумя мирами, между событиями. И куда повернет это колесо, это неизвестно, куда вас завернет этот хаос. Опять же, богиня правосудия, что наверху, то и внизу, принцип здесь поддерживается, ну и как следствие, что посеешь, что пожнешь. Подвешенный. Вот человек, который попал, ну, то есть упал с дерева, попал в сети, но в его руках есть возможность освободиться. Очень понравился подход к аркану смерть. Безымянный, unnamed. Очень интересно, то есть никто не знает, какая смерть придет и откуда. Вообще супер. Умеренность. Видите, не баламутить воду, сохранять баланс, сохранять спокойствие. Дьявол, как проявление всех пороков и зависимости. Женщины, алкоголь, яство, деньги и прочее. Башня. Но здесь это больше как сублимация энергии. Энергию, которую вы не выпускаете, которая может разрушить вас и разрушить все вокруг вас. Поэтому это больше, знаете, как акцент на ту энергетику, которая разрушает вас изнутри, если вы идете не своим путем. Ну, звезда, исполнение мечты, цели, желания, долгий длительный путь к своей идее. Луна. Видите, такая как нестандартная подача. Сидеть, смотреть на Луну. Наслаждаться этой обстановкой. Я не знаю, почему все видят только страхи, видят только негатив, но, видимо, это арканы зеркалят какие-то переживания ваши внутренние. А теперь обратите внимание на аркан Солнца. Здесь, как мы видим, не восход, а закат. С одной стороны, вы скажете, что это закат жизни, да, тут ситуация какая-то сложная. Нет, это ситуация, когда рабочий день окончен, вы можете отдохнуть. Какое-то наполнение, насыщение, знаете, как попытки сублимировать энергию. О, какая интересная карта. Аркан называется просвещенный, либо просвещенное, то есть возрождение знаний, мудрости, то, которое идет от предков, передача этих знаний, просветление, возрождение как переход в новый мир, либо в новый этап, новый цикл жизни. И мир, новый этап, новый жизненный цикл, новые достижения, борьба добра и зла и, знаете, окончание этой борьбы, установление равенства, справедливости. Пошла у нас масть дождя. Вот это, конечно, карта, когда я увидела, растрогала меня до глубины души. Более того, в Инстаграме делала рилс на эту колоду. И она почему-то очень тонко отобразила тот событийный ряд, который сейчас происходит в Украине. Вот очень глубокая колода именно в этом понимании. Потому что, видите, здесь действительно так глубоко переданы чувства. И, кстати, я не знаю почему, но вот несмотря на то, что кубки как карта радости, но обратите внимание, везде, как, знаете, такая нотка печали. Такой какой-то вот привкус горечи. Даже карты, которые сами по себе негативны, мне кажется, они еще более негативными. Но, тем не менее, смотрите, шестерка
дождя, карта позитива, радости, эмоций, воспоминаний. То есть, еще раз повторюсь, каждый видит то, что хочет видеть, то, чем наполнен. Вот девятка дождя, интересная подача. Не с позиции, да, когда мы привыкли видеть роскошь, жизнь полная чаша, удовольствие, комфорт. А здесь единение, как давать обет, клятва, как определиться с выбором, как наполнение любовью. Вот десятка чаш, видите, как воссоединение. И несмотря на то, что люди многое потеряли, вы видите там за спиной у них горит дом, они потеряли имущество, они рады тому факту, что они остались вместе, что они все целы, живы, здоровы и невредимы. Далее паж дождя, он же паж воды, но обратите внимание, здесь холод, здесь как попытки найти ситуацию, то, что вас согреет. Но вот и какая-то эмоциональная замороженность, нежелание делиться эмоциями. Поэтому здесь очень важно, говорю, вам внимать тому, что пишет автор. Здесь колода не совсем соответствует по своей базе, ну, классической трактовке арканов. Вот тот же рыцарь дождя, если посмотреть, да, ну, не скажете, что это рыцарь кубков. Или, пожалуйста, королева дождя. Грусть. Мне она больше, знаете, напоминает королеву мечей. Вот это вот ожидание, тоска, эмоциональные переживания. Видите, чаша наполнена. И король дождя мне больше здесь импонирует, как король мечей. Вот честно, если бы не было подписано, я бы его воспринимала как короля мечей. И вот сам по себе, знаете, холод, веет холодом, да. Масть камней, ножи пентаклей. Туз пентаклей как новый день, новое начало, новые возможности, новые горизонты. Двойка камней, колебания, возможности. Тройка камней, как делиться опытом, да, навыки. Четверка камней, как сохранить баланс, сохранить себя, целостность. Пятерка камней, как, знаете, как послевкусие после битвы, потерь, но вместе с тем, видите, взгляд в будущее, взгляд, то есть поймать надежду. Шестерка камней, как вот принес дары, делится тем, что имеет, помощь. Семерка камней, вот видите, пробивается росток цветков сквозь вот эту вот каменную пустыню. Восьмерка камней, вот здесь работник пытается что-то вытесать, то есть активная работа, активный труд. Девятка камней, вот здесь очень четко изображена карта беременности, да, то есть ожидание, это роскошь, это стабильность, это расширение ваших возможностей и расширение семьи. Десятка камней, как уже целостная семья, как поместье, род, укрепление связей. Дальше у нас идет паж камней, рыцарь камней, королева, король. Ну, пентаклевые тут на себя похожи. Тут как бы с пентаклями спорить не могу. Дальше возникает вопрос. Здесь пошла стихия пепла, хотя везде изображено пламя. Тогда уже вернее было бы показывать то, что остается после пламени, да. Ну, называется, я художник, я так вижу. Здесь уже ситуация, видите, как человек маякует, сожженные корабли, как подает сигнал. Вот опять же, как же четверку жезлов можно назвать четверка пепла? Что они пляшут на чьих-то костях? Ну, тоже как-то не совсем это корректно звучит. Поэтому, ну, я, наверное, предпочитаю больше давать, знаете, как озвучивать как четверка огня или вот как пятерка огня. То есть человек, который понимает, что на него могут напасть, ждет этого подвоха и готов к обороне. Шестерка огня – это как выжить после каких-то крушений, после каких-то переживаний. Это уже само по себе победа. Семерка пепла – отстаивать, да, свои позиции, свои интересы. Восьмерка пепла, то есть это гореть. Это гореть на работе, гореть идеи, это скорость, это... Но это действительно может символизировать пожар, неосторожность, обращение с какими-то электроприборами. Поэтому карты здесь могут показывать явно ситуацию. Девятка пепла, как выйти после какой-то сложной битвы, но при этом, знаете, говорю, сохранить свою жизнь. Десятка пепла, вот в темной пещере, пробираться, выбираться. То есть, видите, оказывает помощь, чтобы выбрался, чтобы не привалило камнями.
Дальше. Паж пепла. Сообщение, ожидание, любопытство. Тут же рыцарь пепла. Ну, лошадь, конечно, здесь поднимает свою ногу, но я не вижу этой прыти, я не вижу этой активности. Очень здесь шикарно, как мне кажется, передан образ именно королевы жезлов, королевы пепла. Ну, такая точно может испепелить. Здесь это даже бесспорно. Да? А вот король пепла, такой вот викинг, который порвет всех и вся. Так, пошли у нас масть воздуха. Туз воздуха, как быть окрыленным идеей, новой информацией. Двойка. Тройка воздуха, она же тройка мечей. Смотрите, как подано. Как не обязательно разбитое сердце по причине любовного треугольника. Ситуация может быть ознаменована тем, что разбитое сердце от чего-то ухода, расставания. Может, люди будут какой-то период на расстоянии. То есть, как проститься, попрощаться. Горечь разлуки. Ну вот, например, четверка воздуха. Ну, я не могу сказать, что здесь состояние покоя. Да, комфорт, да, спокойствие. Но сказать точно, что здесь это покой, это своего рода какая-то медитация. Нет. Пятерка воздуха грамотно прорисована, подана. Вот шестерка воздуха. Нестандартная подача, интеллектуальный труд, развитие вашего мышления, кругозора, ваши знания. Семерка воздуха здесь, ну, стандартно. И нравится очень здесь по своей подаче, по своей структуре. Восьмерка воздуха. Тут не ограничение, а здесь больше вопрос аскезы, ваш осознанный отказ от чего-либо, чтобы отстраниться от хаоса, от каких-то внутренних эмоциональных переживаний, ну, достичь того результата, к которому вы стремитесь. А девятка воздуха – это хаос, это неразбериха, то, что вызывает страх, переживания, бессонницу, эмоции, потому что вы не владеете ситуацией, хаос в вашей жизни. Ну и десятка воздуха – это уже выжить в разрушении, это фактически, знаете, запрыгнуть в последний вагон. Но что самое интересное, обратите внимание, здесь автор не показывает какой-то трагичности, смерти, да, это все-таки как успеть. Паж воздуха – это как мыслеформа, излагать, записывать, констатировать. Вот рыцарь мечей – это уже как раз активные действия. А вот наша королева воздуха, либо она же королева мечей. Вот она здесь мне по энергетике больше идет как королева чаш. Я, конечно, знаете, у меня может быть свое видение, но вот эта вот наполненность, эта энергия, которую она дает, делится, ее дарит, ну, мне она больше импонирует другой масти. То же самое, как и этот король воздуха, король мечей, да, вот воздушной стихии, эти бабочки символизируют. Но все равно он, если сопоставить его с королем воды, то тот более мужественный, этот больше на короля чаш, наверное, подходит. Вот такая вот колода, вот такой инструмент, не знаю, зайдет вам он или нет, как он с вами будет работать, взаимодействовать, отзываться, но именно колода по качеству шикарна, нареканий нет. Все остальное это уже ваше, знаете, как внутреннее, как вы видите этот инструмент, заходит он вам, какую энергетику он вам с собой несет. Я понимаю, что этот инструмент будет не для единиц, не для каждого, потому что все написали, ой, нет, слишком мрачно, это прям ужасно. Но опять же, каждому свое, кому-то будет супер, кому-то нет. В любом случае, я инструментом довольна. Очень такая колода говорливая. Поэтому, если она у вас есть в работе, пишите комментарии, как она с вами взаимодействует, довольны ли вы. Ну а тем, у кого этого инструмента нет, поделитесь просто своим мнением. Хотели бы ли вы себе такой инструмент в свою копилку. На этом у меня все. Не буду долго вас задерживать, рассусоливать. Вам благодарна за внимание, за то, что смотрите за моей деятельностью, следите, за то, что остаетесь со мной. Я с вами не прощаюсь. До новых видео.